Сейчас 6 часов утра, подъем у нас получается без каких-либо обязательств на доверии. 7 часов утра мы выходим, мы решили у него уточнить, если мы в 6:30 придем на завтрак, нас кто-нибудь покормит или нет. Но вот, говорит, что будет все открыто, я уже с балкончика посмотрел, там все потихонечку кухонька уже открывается, мы сейчас уже приоделись, умылись. Но вот сейчас будем спускаться вниз, просить панкейки с шоколадом, ну вот и бананом. Будем завтракать и выходить к нашим любимым рыженьким чувачкам. Получается, у нас в 7 часов был сбор, пришли только мы, ну вот, полчаса подождали остальных ребят, ну вот, и сейчас выдвигаемся с опозданием в 28 минут. Надеемся, что никто не убежал за это время, ну вот. И мы увидим ту самую мину, про которую все рассказывают. Первый перевалочный пункт получается у нас через 15 минут. Это уже основная подготовка идет. Мажемся москитными всякими штучками. Ну, защищаемся, пьем водичку и уже, как говорит гид, через 10-15 минут будем уже в настоящих джунглях. Удивительно, но орангутаны смотрят на нас также с таким же интересом, как мы на них. Пока что очень высоко, на самом деле не получается снять, но если говорить про эффект присутствия, он просто непередаваемый. Сейчас гиды всячески пытаются заманить бананом, но вот показывают сначала одним, потом вторым, они так нехотя смотрят. Пока что никаких телодвижений, просто свесив, но это вообще просто получается, оперевшись на сучок, он просто смотрит на нас с таким как бы небольшим презрением. Ну и что вы там ходите, человечешки, своими бананами трясете.
Увидели двоих. Самца я перепутал, я извиняюсь, перед самкой. Но вот это, оказывается, был не самец, а кормящая самка. Нам сказали, что она очень опасна, вот, и приближаться к ней совсем близко не стоит. Все движения должны быть плавными, вот, и никаких резких там каких-либо перемещений не должно быть. Я плавненько, аккуратненько, куда гид мне показывал, откуда будет лучше съемка, вставал. Он даже на меня внимания не обращал. Ну вот, с экшн камеры, что можно, приблизил. Ну вот, на видео посмотрим, как это получилось. Когда только пришли, ну вот, с дерева свисало это маленькое чудо, ну вот, и махала нам рукой, типа, привет. Но камера так близко не зумит, поэтому, конечно, такое не передать. Кушает, кстати, наши любимые семечки. Мы их ели в Малайзии. Ну вот, увидели всем известную мину. Если говорить про движение, если спокойно все размеренно делать, она даже не обращает внимания, но если вдруг какая-то резкость сделал, вот, встретили мы гида какого-то еще одного, ну вот, как он сделал, наши гиды слегка на него даже поднакричали. Ну вот, и говорят, что не делать ни в коем случае, нас предупредили, а там ошибку чуть не совершил такой гид. Ну вот, то есть она чуть не на него, ну короче, ему не вшатало.
This is Mina's daughter. The first baby who. That was Mina's quad old. She's born 1977. Yeah, she's about older than me. Orangutan, they can be 60 to 70 years. Now it's Mina, 41. Если говорить сейчас про Мину, про которую все знают, вот получается перед нами вот она. Вот. Это дочка Мины. Первая, самая. Представляете? Мы увидели саму Мину, дочку Мину и еще и ребенка. То есть получается еще и внучку Мины. Сейчас, получается, нам гид рассказал, что очень вкусно им то, что они дают вот эти ягодки, какие-то красненькие. Они что-то напоминают нашу черешню. И она не ест сразу, а смакует. Сначала этот вкус, как бы по рту яблочко это переваливается со щеки в щеку и наслаждается вкусом. За первые 3 часа мы, получается, увидели 6 целых лесных людей. И у нас, если говорить еще тот момент по самому путешествию, приключению, подбодрил гид, сказал, что в букет лаванги на самом деле отсутствует ДНГ, хотя на северной Сунаты он периодически встречается. Пояснил, что если, говорит, мы живем возле реки, вот, которая не застаивается, вот, а сейчас идут регулярные дожди, и она не то что не застаивается, там очень сильное течение, вот, соответственно, говорит, ДНГ по этому случаю отчасти тоже букет лаванги в этой деревне отсутствует. Ну и малярия тоже, кстати, отсутствует в этом регионе. Такие вот тут звуки, я даже не знаю, что это такое, честно говоря, страшно оборачиваться. Я, честно говоря, признаюсь честно, очень хотел увидеть Мину, мы это сделали, ну вот, а еще и бонусом так получилось, что и ее дочка нам пришла со своим сыном, просто космические впечатления. Изначально хотели взять 3-часовую экскурсию, после чего захотели взять 2 раза по 3 часа. В итоге решили взять дневную экскурсию, прогуляться по дневной и посмотреть, если будет еще такая возможность, ну вот, если кадры будут не впечатляющие, но вот, по крайней мере для нас, начинающих видеомонтажеров, так сказать, попробуем еще завтра 3-часовую пройти и заснять. Но вряд ли. Может быть, Мина и не придет, потому что он пояснил еще, что из-за того, что вчера был сильный дождь, вот, причем неоднократно за вечер, ну вот, и выход перенес с 9 утра гид наш на 7 утра, ну вот, для того, чтобы увидеть как можно больше орангутанов. Ну вот, и еще раз нам рассказал, что ни в коем случае
не путайте орангутана, ну вот, и орангутанга. Ну вот, совершенно разные истории. Ну вот, орангутан это лесной человек, так что запомните, что орангутанг это немножко неправильно. This is a female. Yeah, this is, see, they have a big bum, but if you see big. Вот огромный муравей, который очень больно кусается, но не смертельно. If you wanna eat, tastes like a chicken. Everything tastes like chicken. Сейчас гид нам рассказывал о том, что оранги не живут постоянно на одном и том же месте и перемещаются регулярно, спят тоже постоянно на разных местах. Вот. Теперь понятно, откуда слизывают эти звуки для сигнализации. Пальмовое масло, имейте в виду, вредно не только людям, а вредно и вообще, в принципе, земле самой. Потому что, вырубая все эти леса и добывая пальмовое масло, жутко вообще сокращается популяция не только орангов, а еще многих животных. Ну вот, и, соответственно, покупая какой-то продукт, имейте в виду, что если он содержит пальмовое масло, то мы, соответственно, покупатели, получается, становимся соучастниками всего этого необратимого процесса, который уже запущен. Еще одно термитное логово. А вот получается одно из лакомств орангов. Они засовывают веточку в гнездо термитов и ждут, пока те накипишат там. Ну вот им вкусняшку. И потом высовывают палочку и облизывают ее. Гид рассказал такую темку. Кстати, ошибочное мнение существует, что оранги являются полными вегетарианцами. На самом деле это не так, они даже иногда могут скушать как бы мясца слегка, но не прям так ярко выражено, так сказать, не ярко выраженные мясоеды. Вот. Некоторые обходятся без мяса, а некоторые могут употреблять в пищу там разнообразных птенчиков, ну, вот маленьких. Было наблюдение, что одна семья, сейчас он рассказывал, наш гид, пробовала лакомство в виде цыплят. А цыплята кого были, не помнишь, да, кис? В виде цыплят каких-то птичек. Но, так что они не вегетарианцы.
сейчас будет небольшой перекус у нас по истечении полпути. Ну вот, ребята взяли с собой фрукты, как видите. Ну вот, сейчас нарезают аккуратненько, все будем перекусывать и дальше уже, наверное, следовать в сторону маленького водопадика, который нам пообещали, ну, вот, в дальнейшем. И, соответственно, уже будет у нас сплав на резиновых камерах. Ну, вот, тоже взяли в дневной прогулке, если у вас есть желание, там, по-моему, 10 евро стоит. Ну, вот, можете вместе скатиться с любителями экстрима. Ну, вот. После легкого перекуса, ну вот, следуем далее. Нам рассказали немножко еще грустных моментов. Здесь, значит, буквально несколько лет назад была намного больше популяция разнообразных, точнее, животных была гораздо больше. Ну вот, и с вырубками лесов, к сожалению, их популяция бешеной скоростью сокращается. Пытаемся нарушить покой обезьянок Томаса. На нас даже внимания не обращают. Бананчиком всякими предлагаем им спуститься вниз ради бананчиков. Бананчиками заманиваем, там всякими штучками вкусными. О! Немножко это он даже не на нас, это он на ногу. Даже чуть повыше забрался. Пока перекусывали, получается, к нам пришли еще двое. Оказывается, они, как нам сказали гиды, аккуратненько за нами следовали. Но мы их видели, обращали на них внимание. Ну вот, не всю дорогу, честно говоря. Они с очень жалостливыми лицами, как мы видим. Ну вот. Но при этом остаются пузатыми.
Вот какие сюрпризы, получается, нам достались около водопада. Пришли двое чуваков, ну вот, и начали требовать еды. Touch to touch the sand beneath our feet, all too much. I gave my hand for you to hold. I gave my love that you went and sold. Exchanged our song for another. Can't blame this dead flame that once glowed like no other. How do you soften the thought of carrying coffins? We were so alive, only to see us wither and die. Sweater and dry. The thought of carrying coffins.